Извините, вы можете помочь мне с этим автоматом? Конечно, вы здесь впервые. Да, я раньше не пользовалась такими устройствами. Ничего страшного, все очень просто. Сначала нужно прикоснуться к экрану. Так? Я нажала на экран. Отлично. Теперь выберите язык, например, русский. Вот, выбрала. А дальше? Выберите, что хотите заказать: бургеры, пиццу, напитки. Я хочу бургер и чай. Как найти бургер? Нажмите на картинку с бургером. Готово. Теперь выбрать чай? Да, найдите раздел «Напитки» и выберите чай. Я вижу зеленый и черный чай. Какой вы советуете? Я люблю зеленый, он вкусный здесь. Спасибо, я выбрала зеленый чай. Теперь можно указать количество порций. Мне одного бургера и чая хватит. Хорошо, тогда жмите дальше. Все нажала. Что теперь? Проверьте заказ на экране, все ли правильно. Да, все в порядке. Теперь выберите способ оплаты: карта или наличные. Я буду платить картой. Отлично, приложите карту к терминалу здесь. Карточку приложила. Вот чек. Сохраните его, с ним получите заказ у кассы. Все так просто. Спасибо большое за помощь. Пожалуйста, рад был помочь. Как вас зовут? Я Марина. Меня зовут Иван, рад знакомству, Марина. Спасибо еще раз, Иван. Хорошего вам дня. Вам тоже приятного аппетита и отличного дня. Привет, Ольга. Как прошел твой день в колл-центре? Привет, Алексей. Был сложный день, много звонков. Да, сегодня тоже много клиентов звонили. Какие у тебя темы были, продажи или советы? В основном предлагал новую страховку от банка. Понятно. Мне чаще звонили по рекламе кредитов. Клиенты были вежливые или расстроенные. Половина с пониманием, а половина грубо отвечала. Один даже сказал, что устал от звонков. У меня тоже был похожий случай. Женщина сказала: «Опять ваш банк». Бывает. Как ты реагируешь на негатив? Я стараюсь говорить спокойно и улыбаться. Я тоже улыбаюсь. Помогает снизить напряжение. Ты всегда используешь скрипт для разговора. Да, но иногда добавляю свои слова. Мне надоедает повторять одно и то же. А мне нравится помогать людям с вопросами. Тебе везет. Иногда клиенты благодарят тебя. Редко, но тогда настроение повышается. Согласна. Вчера женщина поблагодарила меня. Как ты отдыхаешь между звонками? Я просто смотрю в окно или пью чай. А ты что делаешь во время перерыва? Я слушаю музыку или разговариваю с коллегами. Это хорошая идея. Надо попробовать. Сколько сегодня у тебя было звонков? У меня было 27 разговоров. У меня немного меньше, 21. Ты работаешь здесь уже год, верно? Да, мне нравится коллектив и атмосфера. Мне тоже здесь уютно работать. Спасибо за разговор. Спасибо тебе, Ольга. Хорошего вечера. Здравствуйте. Можно присесть рядом с вами? Здравствуйте. Да, конечно, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Я люблю проводить время здесь, среди книг. Я тоже. Здесь уютно, много интересных людей. Меня зовут Анна, а вас? Я Иван. Очень приятно познакомиться. Вы часто читаете книги в электронном виде?
Да, почти всегда. Мне удобно читать на планшете. Я раньше читала только бумажные книги. Но теперь иногда читаю на телефоне и ноутбуке. У меня много электронных книг из разных жанров. Любите ли вы читать русскую литературу? Конечно, недавно перечитал «Преступление и наказание». О, Достоевский, мой любимый писатель. А вы что читаете сейчас? Я читаю рассказы Чехова в цифровой библиотеке. Замечательно, цифровые библиотеки очень удобные. Согласна, можно быстро найти нужную книгу. Я часто использую приложение Litres. Я тоже пользуюсь им, там много аудиокниг. Вы слушаете аудиокниги или всегда читаете текст? Обычно читаю текст, но иногда слушаю в дороге. Удобно, когда можно менять шрифт или подсветку. Да, особенно вечером, когда свет приглушен. Здесь, в медиацентре, атмосферно и спокойно. Я прихожу сюда после работы, чтобы отдохнуть. Я тоже. Здесь хороший выбор электронных ресурсов. Вы когда-нибудь читали газеты в интернете? Да, каждое утро читаю новости на планшете. Я тоже читаю новости онлайн, это быстро и просто. Рад познакомиться, Анна. Спасибо за разговор. И мне было очень приятно, Иван. Приятного чтения. Привет, Аня. Ты помнишь наши школьные соревнования? О, конечно, Илья. Как давно это было? Да, этот спортзал не изменился совсем. Мне всегда нравились баскетбольные матчи. Мы с подругами много тренировались. Мне больше нравился волейбол. Помнишь наш финал? Конечно, вы тогда выиграли у 10 Б-класса. Да, очень сложная игра была. Я тогда сильно волновалась за вашу команду. Спасибо. После победы мы долго радовались, А помнишь забавный случай с мячом? который улетел за шведскую стенку. Да, мы смеялись весь урок. Учитель физкультуры был терпеливым, хороший был человек. Согласна, он учил нас честно играть и дружить. Тренировки были веселые, хоть и трудные иногда. А мне всегда нравилось играть на турнирах. Зал был полон, все болели за свои классы. Я тоже любила эту атмосферу поддержки. После игр мы пили чай всей командой. Иногда пекли пироги и делились друг с другом. Это были настоящие школьные праздники. Теперь редко бываю в спортзале, работа занимает время. Я тоже, но иногда прихожу сюда на йогу. Это здорово. Может, поиграем вместе как-нибудь? С удовольствием. Быть здесь очень приятно. Думаю, спорт сближает людей. Согласна. И оставляет теплые воспоминания. Рада, что мы встретились сегодня именно здесь. И я рад. Хороший повод вспомнить былое. Будем чаще возвращаться сюда вместе? Обязательно. Спортзал снова станет веселым. Привет, Антон. Ты готовишься к годовому собеседованию? Привет, Ольга. Да, немного волнуюсь, если честно. Я тоже немного переживаю. Это всегда ответственно. Как ты обычно готовишься к таким встречам? Я заранее пишу список своих достижений за год. Хорошая идея. Я часто забываю о своих успехах. Попробуй записать все, что сделал важного на работе. А ты обсуждаешь планы на будущее с начальником? Да, я всегда думаю о целях на следующий год. Мне бывает сложно сказать о своих желаниях.
Может, стоит написать их и потренироваться дома? Точно, я попробую рассказать все жене вечером. Еще можно почитать, какие вопросы часто задают. Я смотрела советы на сайте работа.ру. Спасибо, я зайду туда и почитаю тоже. Очень важно слушать начальника внимательно. Согласен, иногда я начинаю сразу много говорить. Лучше отвечать коротко и по делу. Хороший совет. А как ты выбираешь одежду? Ношу строгий костюм, даже если атмосфера свободная. Я выберу рубашку и пиджак. Думаю, это подойдет. Конечно, важно выглядеть аккуратно и уверенно. Что скажешь о вопросах про зарплату? Я готовлю аргументы, почему мне нужна прибавка. Понимаю. Лучше привести примеры своих успехов. И не забывай говорить спасибо за обратную связь. Я часто забываю об этом. Постараюсь запомнить. Мы справимся. Главное – быть честными и спокойными. Спасибо, Ольга. Очень полезный разговор получился. Пожалуйста, желаю тебе удачи на собеседовании. Спасибо. Тебе тоже успехов, Ольга. Будем держать кулаки друг за друга. Согласен, все получится. Здравствуйте, как красиво у вас на балконе. Спасибо. Я очень люблю выращивать цветы и овощи здесь. Я тоже недавно начал заниматься огородом на балконе. Правда? Что вы уже посадили? У меня помидоры и базилик. Быстро растут. Помидоры – отличная идея. У меня есть укроп и петрушка. Я пробовал садить укроп, он мне не вырос. А вы часто его поливали? Может, не так часто. Надо попробовать снова. Главное – солнце и немного терпения. У меня на балконе много солнца утром. У меня тоже. Это очень помогает растениям расти. Правда, иногда здесь ветрено. Да, я ставлю вазоны ближе к стене от ветра. Умно. Я тоже попробую так сделать. А вы используете специальные удобрения? Пока нет. Вы советуете? Да, немного удобрений делает растение крепче. А где вы покупаете рассаду? Я беру на рынке в субботу, возле метро. Я слышал, там хороший выбор. Спасибо за совет. Пожалуйста. А у вас есть любимые растения? Я очень люблю петунии. Они красивые и яркие. Петунии замечательные. Я тоже их выращивала. Сколько горшков у вас на балконе? У меня 6 больших и 3 маленьких горшка. У меня только 3 пока, но я хочу больше. Когда растения цветут, на балконе так приятно. Да, зелень радует глаз среди города. В Москве особенно важно иметь кусочек природы. Согласен. Хотите обменяться семенами как-нибудь? С радостью. Я могу дать немного семян петрушки. А я принесу базилик. Пусть балконы расцветают. Спасибо, Евгений. Будет здорово. Здравствуйте. Как вам нравится этот магазин велосипедов? Здравствуйте. Здесь очень красиво и уютно. Я часто прихожу сюда смотреть новые электровелосипеды. Я тоже интересуюсь экологичным транспортом. Раньше я ездил на автобусе, но теперь думаю о велосипеде. Я живу недалеко, поэтому электровелосипед – идеальный выбор. Он тихий, быстрый и не загрязняет воздух. А сколько стоит такой велосипед? Цены разные, но некоторые модели стоят около 50 тысяч рублей.
Это не дешево, но экономия на бензине большая. Да, и не нужны права, чтобы ездить на электровелосипеде. Я живу рядом с парком. Хорошо ездить там на велосипеде. Когда хорошая погода, я катаюсь по набережной. А зимой вы тоже используете велосипед. Зимой я чаще хожу пешком или езжу на трамвае. Я слышал, что в Москве делают велодорожки. Да, стало удобнее. В Санкт-Петербурге тоже строят новые пути. Экологичный транспорт – это современно и полезно. Мне нравится, что электровелосипед не шумит. А как долго держит батарея у вашего велосипеда? Я могу ездить примерно 50 километров без подзарядки. Зарядка занимает около 4 часов. Это удобно. Где вы заряжаете велосипед? Я заряжаю дома от обычной розетки. У меня есть гараж. Можно там поставить зарядку. Очень удобно. А вы уже выбрали модель? Еще нет. Думаю, между горным и городским. Городские проще для поездок по улицам. Горные подойдут, если ездить по паркам и лесам. Спасибо за советы. Легче выбрать с вашей помощью. Пожалуйста, может быть, встретимся здесь еще раз. С удовольствием. Желаю хорошей покупки. Привет. Ты тоже живешь в этой резиденции? Да, меня зовут Оля. А тебя? Я Саша. Я только что приехал из Санкт-Петербурга. Здорово. Я здесь уже 2-й год. В комнате у тебя есть соседи? Да, у меня 3 соседа из разных стран. Вау, откуда они? Моя соседка из Франции, еще парень из Китая. Еще есть девушка из Бразилии. Интересно, а трудно жить вместе? Иногда бывает сложно, но очень весело. У меня сосед из Германии, он любит порядок. А мои соседи часто готовят разную еду. В комнате всегда пахнет вкусно и необычно. Я однажды попробовал немецкий штрудель. Очень вкусно. А ты часто готовишь? Я иногда готовлю борщ и угощаю всех. Наверное, все любят твой борщ. Да, особенно китайский сосед, он просит рецепт. Мы вчера всей кухней ужинали вместе. У вас дружная компания. Иногда языковые трудности мешают. Тоже бывает. Мы часто говорим на английском. А я учу немецкие слова, мне помогают соседи. Удобно учиться вместе и узнавать новенькое. Ты что-то новое узнала от соседей? Да, французская соседка научила меня печь круассаны. Круто! А мне показали, как делать китайский чай. В нашей резиденции очень интересно жить. Я рад, что выбрал именно этот дом. Уверена, у тебя будет много друзей здесь. Спасибо, Оля. Может, как-нибудь вместе поужинаем? С удовольствием, Саша. Давай договоримся позже. Здравствуйте, меня зовут Марина. А вас как зовут? Здравствуйте, Марина. Я Дмитрий. Очень приятно. Вы тоже впервые на таком мастер-классе. Да, первый раз. Я хочу научиться готовить здорово. Я тоже. Моя мама советует меньше жарить продукты. Моя бабушка готовит много овощей на пару. Мне нравится запекать овощи в духовке. Это просто. Да, так сохраняются витамины. А вы любите супы? Да, я часто готовлю овощной суп, без картофеля. Интересно. Я обычно добавляю чечевицу для сытности. Хорошая идея. Я еще учусь варить крупы без масла.
А я заменяю сметану на йогурт в салатах. Кстати, попробуйте специи. Я люблю сушеные травы. Я согласен. Петрушка и укроп добавляют вкус. А вы пробовали делать домашний хумус? Нет, но хотел бы научиться. Это полезная закуска. Очень легко. Просто нут, чеснок и лимон. Я делаю хумус на завтрак со свежими овощами. Спасибо за совет. А что насчет сладкого? Я пеку яблоки с медом, без сахара. О, звучит вкусно. Я беру йогурт с ягодами иногда. Отличная идея для перекуса. Какие блюда вы умеете готовить? Я люблю делать гречку и запеканки из творога. Запеканка из творога – это по-домашнему. Молодец. Спасибо. А вы часто готовите дома? Почти каждый день. Мне интересно пробовать новое. Я тоже. Иногда ищу рецепты через интернет. А я смотрю передачи о кухне по телевизору. Моя сестра посоветовала книгу по здоровому питанию. Я люблю читать рецепты и учиться новым способам. Давайте обменяемся любимыми рецептами после занятия. С удовольствием. Я буду очень рада делиться опытом. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ольга, а вас? Я Алексей, рад познакомиться. Взаимно, Алексей. Вы ищете работу на этой ярмарке? Да, я хочу сменить профессию. А вы? Тоже. Я раньше была учителем, но хочу работать в ИТ. Очень интересно. Я работал инженером, теперь хочу стать дизайнером. Здорово. А почему вы выбрали дизайн? Мне всегда нравилось рисовать и работать с цветом. А чего вы ждете от новой работы? Я хочу учиться новому и работать в хорошей команде. В ИТ много возможностей для развития. Согласен. Здесь много компаний сегодня. Вы уже разговаривали с кем-нибудь? Да, я говорил с представителем фирмы из Москвы. Им нужны дизайнеры? Да, им нужен человек для создания сайтов. Это интересно. Я тоже хочу найти подходящую фирму. Планируете переезд или работать удаленно? Лучше удаленно. А вы? Я бы хотела остаться в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург – красивый город. Я там был летом. Спасибо, я люблю свой город. А вы откуда? Я из Нижнего Новгорода. Тоже большой город. Как у вас с работой? Работы мало, поэтому ищу новую сферу. Понимаю. Вы уже писали резюме? Да, но я еще не уверен, все ли правильно. Хотите, я посмотрю ваше резюме? Спасибо, вы очень добры. Я тоже могу помочь вам. Спасибо. Нам, наверное, стоит обменяться контактами. Хорошая идея. Давайте добавим друг друга в Телеграм. С удовольствием. Удачи вам сегодня. И вам удачи. Пусть все получится.